Всем привет! Сегодня мы поговорим о действии поднятых ног вверх на организм. Хочу попросить досмотреть ролик до конца и еще хочу упомянуть, что наш канал без подписки смотрят целых 98% зрителей. Прошу тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, ценить работу команды, подписаться и нажать на колокольчик. Сделайте красную кнопку подписки серой. Заранее спасибо и приятного просмотра. Такое простое упражнение, как подъем ног, помогает решить многие проблемы со здоровьем. Его часто используют йоги в своей практике. Часто люди не придают особого значения физическим нагрузкам, хотя они способны тонизировать ваше тело и улучшить его форму. Кроме того, это метод профилактики многих заболеваний. Пристальное внимание достаточно двигательной активности придают только спортсмены. Регулярные нагрузки полезны тем, кто желает избавиться от лишнего веса. Если таких проблем нет, то достаточно выполнять определенные упражнения для поддержания здоровья. Одним из самых эффективных методов является подъем ног вверх. Для его осуществления вам не нужен спортивный инвентарь или специальная форма. Все, что вам понадобится, это стена. Делая такое упражнение ежедневно, вы заметите улучшение в своем физическом и эмоциональном состоянии. Выполнять такое простое упражнение можно как утром, так и вечером. Перед сном вы уберете усталость и боль в ногах, а с утра подготовитесь к двигательным нагрузкам. Чтобы правильно выполнять данное упражнение, необходимо лечь на спину и поднять ноги вверх под углом 90 градусов. Не сгибайте ноги в коленях, голова и тело должны лежать на кровати или на полу. Плечи должны быть расслаблены и находиться на одном уровне. Руки положите по швам. Для снятия напряжения в области шеи или поясницы положите под них валик. Вы должны чувствовать себя комфортно и расслабленно в данном положении. Дышите спокойно и ровно. Вы почувствуете, как уходит мышечное напряжение. В такой позиции следует находиться до 20 минут, в зависимости от самочувствия. Для возвращения в исходное положение согните ноги в коленях и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Затем без резких движений встаньте и занимайтесь привычными делами. Если вы делаете эту процедуру перед сном, то не вставайте из кровати, а постарайтесь заснуть. 13 преимуществ от поднятия ног. Первое. Восстановление моторики кишечника. Такая позиция благоприятно влияет на моторику желудочно-кишечного тракта. Улучшается кровоснабжение этих органов, за счет чего они лучше выполняют свою функцию. Пища переваривается более качественно и быстро. В кишечнике всасываются все полезные вещества и формируются каловые массы. Это помогает избавиться от проблем с запорами, больше не нужно принимать слабительные препараты. Стул становится регулярным и мягким, а также улучшается аппетит. Второе. Устранение отечного синдрома. Подъем ног помогает уменьшить отеки. При этом неважно, какая причина их вызвала. Из-за воздействия силы тяжести происходит отток лишней жидкости и перераспределение ее между тканями. Выделяет несколько причин отеков: заболевания сердечно-сосудистой системы или почек, варикозное расширение вен, прием некоторых лекарственных препаратов, малоподвижный образ жизни и избыточный вес. Статичное положение ногами вниз, особенно поза нога на ногу, и поражение лимфатической системы. Врачи утверждают, что поднятие ног вверх способствует устранению отеков и улучшению кровообращения в ногах. Нередко отеки на ногах в конце рабочего дня – это вариант нормы, поэтому достаточно на пару минут занять такую позицию, и усталость пройдет. Третье. Избавление от тяжести в ногах. Это упражнение необходимое для людей, которые постоянно на ногах. Подъем ног вверх в течение 20 минут – хороший способ снять напряжение и отеки после рабочего дня. В стоячем положении нагрузка на ноги становится самой большой, поэтому, изменив их позицию, вы избавляетесь от подобных симптомов. Четвертое. Нормализация кровотока. Отток лишней жидкости при вертикальном положении ног снимает нагрузку на сердце. Каждый день этот орган пропускает через себя большое количество крови. Многие годы сердце успешно справляется со своей функцией, однако возникают внешние факторы, которые затрудняют его работу. К ним относятся избыточный вес, вредные привычки, курение и алкоголь, плохая наследственность по сердечным заболеваниям, длительные статичные нагрузки.
Делая подъем ног вверх регулярно, вы улучшаете насыщение кислородом всех тканей и клеток в организме. Это полезно для людей с заболеванием вен или при повышенном артериальном давлении, а также при возникновении отеков ближе к вечеру. Пятое. Снятие нервного напряжения. Выполняя это упражнение, вы глубоко дышите и расслабляетесь. Сами ощущаете, как уходит боль и тяжесть ног. Естественно, что физическое благополучие способствует нервному спокойствию. Регулярные такие занятия помогают бороться со стрессом и сохранять гармонию внутри себя. Шестое. Облегчает боль в спине. Этот симптом беспокоит многих людей разных возрастов. Существует много причин его возникновения. Самые частые – остеохондроз, воспалительные заболевания суставов, грыжи позвоночника, искривление позвоночника. Боли в спине существенно ограничивают повседневную деятельность человека. При остро возникшем симптоме следует обратиться к врачу. Если вы знаете о возможных причинах боли и она с вами постоянно, то подъем ног вверх поможет решить эту проблему. Чтобы облегчить выполнение этого упражнения, можно под поясницу положить валик. Это поможет уменьшить нагрузку на скелет. Седьмое. Помогает бороться со стрессом. Мы уже говорили, что данная позиция нормализирует работу нервной системы, она улучшает сон, способствует спокойствию человека. Вам легче бороться со стрессами и справляться с умственными нагрузками. Любому организму в современном мире нужна возможность отдохнуть. Самый простой вариант в домашних условиях – поднять ноги вверх. При таком положении активируется парасимпатическая нервная система. Она замедляет работу всех органов, давая им возможность отдохнуть. В качестве дополнительного эффекта вы получаете избавление от боли и отеков, которые также нарушают качество жизни и эмоциональный статус. Восьмое. Улучшает сон. Подъем ног вверх очень похож на медитацию. Вы выполняете упражнения и получаете полное расслабление, легкость, глубокое дыхание. Спокойствие позволяет нормализовать сон, сделать его более крепким и облегчить засыпание. Органы получают хорошее кровоснабжение и лучше выполняют свою работу. Отсутствие боли и отеков нормализует эмоциональный фон. Девятое. Уменьшает менструальные боли. Не все знают, что убрать сильные боли во время критических дней у женщин помогает это упражнение. Оно способствует расслаблению и снятию тонуса с мышц, тем самым устраняя спазм и болезненные ощущения. Иногда подъем ног может заменить прием таблеток, и вам больше не нужно терпеть этот недуг. В период менструации не рекомендуется заниматься физическими нагрузками. Вы можете не бояться выполнять это упражнение, так как оно не требует активных движений. Попробуйте болезненные ощущения устранить с помощью такой позы, и вы удивитесь, как эффективно оно работает. Десятое. Запускает обменные процессы. Хорошее кровоснабжение органов и тканей во время этой позиции продлевает жизненный цикл всех клеток. Это улучшает регенерацию и восстановление поврежденных участков. Особенно такие упражнения полезны для людей после операции на варикозно расширенных венах. Конечно, сперва следует проконсультироваться с врачом. Можно привести в тонус мышцы ног, добавив в упражнение маки и разведение конечностей. Это дает небольшую нагрузку на мышцы и улучшает их работу. 11. Растягивает подколенные сухожилия. Такой эффект полезен для поясницы, так как растягивает нижнюю часть спины и уменьшает боль. Чем ближе вы ляжете к стене, тем сильнее растягиваются подколенные сухожилия. Только не переусердствуйте, так как можно вызвать их разрыв и сильную боль. 12. Улучшает кровоснабжение тазовых органов. Подъем ног вверх улучшает микроциркуляцию в области таза. Это способствует кровоснабжению органов и мышц данной области. Результатом является расслабление мышечного корсета и устранение болевых ощущений. Для наибольшего эффекта под поясницу лучше положить валик. 13. Метод профилактики геморроя. Данное заболевание возникает из-за застоя крови в геморроидальных венах. Этому способствует длительное сидячее положение и подъема тяжести. Подъем вверх ног
Это хорошая мера профилактики данной патологии, улучшается кровоснабжение органов и уменьшается венозный застой. Если заболевание уже имеется, то такое упражнение поможет уменьшить симптомы. После занятий спортом хорошо делать подъем вверх с растяжкой подколенных сухожилий. Это улучшает насыщение тканей кислородом и способствует быстрому восстановлению ног. Лучшее подтверждение всех слов – это личный опыт. Проверьте на себе данное упражнение, и результат не заставит себя ждать. Не факт, что вы заметите существенные изменения с первого раза. Возможно, что потребуется выполнять его чаще. Если у вас нет перечисленных выше заболеваний, то это упражнение поможет вам снять усталость с ног после тяжелого дня и облегчит засыпание. Расскажите о подъеме ног вверх своим близким и друзьям, особенно если кто-то нуждается в такой помощи. Не всегда можно найти время для занятий спортом, плаванием или бегом, но это упражнение не отнимет у вас много времени и сил. Всего 20 минут вечером перед сном, и легкая походка вам обеспечена. Выполнить его очень просто, не требуется дополнительного инвентаря или помощника. Если вам скучно просто лежать на спине, то можно в это время читать книгу, смотреть телевизор или слушать любимую музыку. Такое дополнение положительно скажется на эмоциональной сфере и нервной системе. Некоторые молодые мамы не могут найти времени на упражнения из-за малышей. Данная техника является отличным вариантом для таких людей. Для облегчения состояния не забывайте подложить валик под шею или поясницу. Руки располагаем вдоль туловища ладонями вверх или вниз. Следите за дыханием, оно должно быть ровным и глубоким. Если у вас есть заболевание, то посоветуйтесь с врачом перед выполнением этого упражнения. Не держите ноги поднятыми слишком долго, так как это снижает кровоток в стопах. Помните, что оптимальное время до 20 минут. Обязательно напишите в комментариях, понравилось ли вам данное упражнение и какой был эффект. Оказалось ли оно действенным для вас и посоветуете ли вы его своим родственникам. На этом закончим ролик. На канале можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарна, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал Здоровый организм. До новых встреч!